Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Я тут обложилась фрукточками, вишня, черешня. Сегодня прикупили. Сейчас самый сезон идет, все абсолютно недорого. Черешню мы купили по 250 динар, вишню по 200 динар. Вон там нектаринчики лежат. Ну, нектарины, кстати, еще дороговато, я считаю, по 300. Вот. Но это мы покупали не на рынке, а недалеко от дома, поэтому, возможно, на рынке подешевле еще. Я туда не ходила давно. Вот. А сегодня мы с сыном начнем снимать видеообзор о вариантах недвижимости, домах, квартирах, которые находятся в средней удаленности от Белграда. Посмотрим, сколько они стоят, как добираться до Белграда, чтобы работать, чтобы была возможность работать в Белграде. Вот, посмотрим, каким транспортом можно добираться, сколько будет стоить добираться до Белграда. В общем, те вопросы будем освещать, которые нам, в общем-то, сейчас актуальны. И вы можете также посмотреть их вместе с нами. Будете иметь представление, что почем, сколько стоит, сколько времени ехать в центр города Белграда, если жить не в Белграде. Вот, в общем, вот такая тема. Вкусняшка. Ну что, поехали искать жилье недалеко от Белграда. В общем, цель такая: найти какое-то жилье, квартира или дом. В стоимость, конкретную стоимость, ну, в данном случае мы будем рассматривать жилье не дороже 70 тысяч евро. Вот. Значит, и цель такая, чтобы можно было транспортом, не своим, не машиной, а каким-то городским транспортом добираться до Белграда, чтобы это было не очень дорого и не очень долго по времени. Вообще, надо сказать, что мы тоже жили в Подмосковье, тоже ездили в Москву. И я на работу сначала ездила, и сын ездил на учебу. Вот. То есть там удаленность была чуть больше часа даже. И сейчас посмотрим, какая здесь ситуация, сколько все-таки ехать и какая цена. Насколько я знаю, мы смотрели, сейчас в Москве стоит, где мы раньше жили, 200 рублей, по-моему, в одну сторону, да, мы смотрели? Да. 200 рублей. Вот. В общем, поехали смотреть вместе. Смотрим на сайте Фозида, самый популярный сайт. Можно и на других, конечно, посмотреть, но будем здесь. Так, сначала мы можем выбрать тип того, что мы ищем. Ну, начнем, наверное, с квартир. Давай. Дальше локация. Мы здесь сейчас укажем Белград, но там можно будет по месту на карте ориентироваться и выбирать то, где интересно смотреть. Да, то есть нас не Белград интересует, а место, которое недалеко от Белграда, но удобно было туда ездить на работу. Так, здесь укажем цену. Давай 75, чтобы с запасом было. Вдруг там 71, 72 там будет. Пускай будет 75. Так, и в принципе все. Наверное, ничего не будем носить. Нажимаем искать. Вот, в общем, мы поставили до 75 тысяч евро. Пока квартиры смотрим. Открываем карту. Вот открывается карта со всеми доступными предложениями в этой области. Ну вот что-то даже в самом Белграде есть, можно их потыкать. Ну давай посмотрим. 17 метров квадратных, полукомнатная, 3-й этаж из 3. 50 даже, да? Это в самом Белграде? Да. Ну, давай так. Мы озвучили 50, 17 метров. Нам этот вариант не подходит, потому что мы вдвоем с сыном, поэтому нам, конечно, полноценная квартира, как у нас здесь, нужна. Поэтому мы его смотреть не будем. Но кому интересно, пожалуйста, вот смотрите. 17 метров квадратных, 50 тысяч евро в самом Белграде. Вот еще цена за метр указывается 2900 евро Да, за метр. 2900, нехило тогда. Ну, для Белграда, конечно, может, это и ничего. Ладно, давай дальше. Нам это не подходит. Следующий вариант 67 тысяч евро, 26 метров квадратных. Тоже не наш вариант. 20 метров, 52 тысячи. Ну, то есть, давай мы на этом долго не будем останавливаться. То есть, вот в эту стоимость до 75 в Белграде только самые маленькие квартирки. 17, 20, 25 метров квадратных. Вот такое можно купить. Давай смотреть то, что нам надо побольше, и, значит, подальше, соответственно.
Так, ну, Давай вот ориентироваться на что? На железную дорогу, да? То есть электричка где ходит. Так как нам нужно именно транспорт, чтобы было удобно доезжать до Белграда, поэтому мы смотрим рядом с электричкой какие-то города. ну вот ее видно, эту линию, она сереньким идет. Угу. Вдоль нее есть какие-то квартиры. Вот здесь Куда она начинается Земан. приходит, Белград? Ну вот Земан, я так понимаю, и дальше уже. А в выходит Белград за куда она пределы. приходит? Земан конечная? Нет, нет, она дальше идет, вот здесь вот все идет. Ну вот это уже прям вот и центр, Нови Биоград проходит. Угу. То есть она в центр Белграда приходит, по идее. Да, да. Ну, все ну и эти, Белград. Ага. эти районы она как раз заходит. И Земан проходит. Ну вот давай рядом с ней что-то и поищем. Это как место называется? Что это? Это Земан. А, это Земан. Тут тоже, да, что-то есть. То есть это Белград, ну такая окраина, можно сказать. Мы там, кстати, жили, снимали квартиру. Ну, район такой неоднозначный, я бы сказала, на мой вкус. Как бы он и ничего, с одной стороны, да, но и есть такие места, которые похожи на не город, на поселок, что ли. Но, в принципе, есть и хорошие места. То есть такой райончик он. Разношерстный очень. Ну да. Да, квартиру мы там снимали, нам очень нравилось место. Квартира была хорошая. Вот, там есть прекрасная набережная, там лебедя. В общем, в принципе, есть красивые места. Ну, давай смотреть, что там предлагают. 53, ну, 54 тысячи евро, да? 16 метров квадратных. 16. Все. Нам опять не подходит, не будем смотреть. То есть в Белград все получается в эту стоимость только совсем малышки студия. Ну да, вот 26 метров, 16 метров. Угу. И цена тоже вокруг 3000 евро за метр Угу. колеблется. Угу. Все, ладно, идем дальше. Идем дальше от Белграда. И приезжаем в Новопазово. Ну, может, мы с ударениями неправильно, может быть, это Новопозово называется правильно. Ну, мы как говорим, как знаем, может быть, неправильное ударение. Старопазово. Так, Новопазово не попадаем, Старопазово. Старопазово что-то есть. Что-то есть. 43 метра. Наш размерчик. Комнатная, 65 тысяч евро. 65 тысяч евро. Давай смотреть. Это новостройка, похоже, да? Ой, к нам тут Похоже. помощник пришел. Иди, помощник. Ну, Тим, Все. все, кино не будет. Ну ты чё, вот лежи спокойно, не мешай. Лежи. Вредитель. Так. Все внимание вам. Да. Значит, чего про него пишут? Да, дом как это, квартира в доме, то есть он многоквартирный. Отопление газовое. Угу. Кстати, по-моему, это вообще хороший вариант, газовое отопление. Он дешевле. Мы, конечно, не жили в таких квартирах, но говорят, что есть в новостройках вот газ, то есть греет и воду колонка, как вот в России, и отопление газовое, и вроде бы это значительно дешевле. Ну, не знаю, насколько значительно, врать не буду, но это дешевле, чем электричеством. Да. Утверждают, что книжено. Угу. Вот, и даже есть лифт. Лифт. Даже, кстати, Квартира не на первом этаже. Я не хочу больше жить на первом этаже с лифтом, Нет, чтобы платить за лифт. 4 из 5. Ага, ну нормально. Угу, и лифт. Так, что еще? 43 метра. Только, значит, сколько тратите, столько и отопляетесь, потому что это газ. Можно купить в кредит. Хороший знак, что действительно все нормально Ну, это укнижено. в ипотеку, что ли, кредит? Что Ну имеется в да, виду? да. Как этот квартирный кредит, Да, то есть если в ипотека. ипотеку, то это говорит о том, что у дома все с документами, строительство, все в порядке. То есть ипотеку не дали бы, если бы там хоть какие-то проблемы были. Вот и еще хотят комиссию 2% агентскую с Риэлтору. услуги. Да. Угу. Еще раз, сколько стоит квартира? 65 тысяч практически. 65 По плюс 1,5. 2%, сколько это будет? Ну, еще сколько? Еще 1000 выйдет. Чуть больше даже. Да, 1300. 65, 66 с половиной, 66 с половиной. Давай посмотрим, что за квартира. Размер наш подходит, 43 метра. У нас здесь тоже 43 метра в квартире. Вот видно, что
У него висит колонка, Мгм. проведен газ. Газовая колонка. И пока что кухни не видно. То Ну, есть этого ну, это дела не новостройка. Ты вспомни, в каком виде мы квартиру приобрели. Здесь Ну, что, кухня будет. была? Да, Нет. да. Была только сантехника и все. И бойлер только в ванной. На Зато кухне не мебель было. уже стоит, как ни странно. Ну, это не факт, что она останется. Ну, хорошо. Нету Раз точки это освещения, новостройка. которую надо будет докупить. Здесь у нас тоже не было люстры. И Мы сами здесь все не было. вешаем. Да. Это новостройка. То есть хорошо, что, извините, стены поштукатуренные, вся сантехника есть. Ты вспомни, какую квартиру мы покупали в новостройке в России. Без стен. Там даже стен не было. Хорошо, что окна хоть были. Хотя которые мы меняли, все равно они были плохие, мы меняли на другие пластиковые окна. Так что в Сербии, слава богу, здесь не сдают в таком виде новостройки. В них можно уже заезжать и жить. Ну вот. Фотографии, да, правильно сказали, что уже все есть. Бойлер Мгм. висит. Так же, как у Вся нас здесь было, сантехника, да. Сантехника, все. Только я не вижу душевая, что там. Перегородки нету, что ли? Вот это вот ее плохо видно, стеклянная перегородка, это вот она и есть. Вот ее лапка идет, она вот А, здесь вот идет стекляшкой. а, понятно. То есть она еще настолько чистая, что ее даже не видно Да, пока да. прозрачная. Понятно. Ну все, фотографий у нее больше нет. А нет снаружи, как дом выглядит? Ничего такого нет? Ну здесь нету. Здесь есть, кстати говоря, в конце еще карта небольшая, на которой можно более точно посмотреть, где она находится. Ну, а карта старая, Яндекс вот эти, там не будет этого дома еще. Нет, я имею в виду, здесь есть встроенная карта. Если ты про панорамы имеешь в виду, то да, они тоже довольно старые, там, Да, по-моему, там 2014 еще не года. И, в общем, не поймешь. Ну давай посмотрим удаленность от станции, от самой. Сколько туда добираться Так, от этого дома. станция. Ну вот точка где-то вот здесь установилась. Тимка. Это около Мире. Хватит мешать нам. А станция ближайшая. Мире. Дешевый около. магазин Мире. Станция он не показывает. Ну, железка рядом проходит Ну хотя да. бы. Ага же, он станцию должен показывать. А вот она. Старая Азова. Ну да, то есть вот в эти деньги уже можно купить нормальную квартиру, нормальную, новостройки, 43 метра, с газовым отоплением, но она даже от этого городка, где проходит электричка, она на отшибе находится. И автобус, похоже, не ходит. Есть То есть вторая своя там же. машина, то есть своя машина, садишься, доезжаешь, у станции оставляешь, садишься в электричку и едешь. По сути, тот же самый вариант, что в Подмосковье. Все так делали. Ну Доезжали до машины, оставляли возле станции электрички и ехали электричкой. То есть как бы не проблема, но нужна опять машина, то есть нужно приобретать машину. 60 тысяч евро, 34 метра. Ну давай 1700 за посмотрим, метр. конечно маленькая, но 1700 за метр, да, получается? Ну, в принципе, это нормальная цена по метражу. Но квартирка махонькая, конечно. Так, 34. вот фотографии. Тоже новостройка. А хотя, или нет, новостройка? Похоже, да. Ну да. да, новостройка. Это типа кухня такая, да? Типа вот там кухня, вот здесь Мгм. что-то как столовую можно, а комната сюда, что ли? Что это такое? Или это коридор? Или это вся квартира? Комнаты не будет? Ну да, Вот эта да. часть. То есть вот эта часть это комната, это кухня, а это уже коридор, ванна и выход, видимо, в подъезд, да. Все ясно. Ну, маленькая, 34 метра. Кому-то, может быть, и подойдет, особенно если кто-то один приезжает, там Вот, кстати говоря, неплохой вариант. Ну, снова отопление газом. да. Ну, видимо, там, раз мы смотрим один и тот же город, видимо, там новостройка газовое отопление. Поэтому ничего удивительного. Колонка висит. Мгм. Тут полотенцесушитель. Вот такой Душевая. санузел. Так-то все чистенькая, новенькая. Но для нас это маловатая квартира. А так 1700 за метр квадратный, балкончик есть. Да, кстати, это первый этаж, который при земле опять. Угу, приземлено, как у нас. А, Вот и дом. фотография, Ох, какой да. хорошенький. Мне нравится. Домик прям прелесть. Да, скажи прям. Прям европейский так выглядит.
европейского уровня такого дизайна. Супер, дом классный. Кстати, там полно, смотри, там еще рядом дом. Там наверняка не одна она. В общем, по этому телефону надо позвонить и узнать, что у них еще есть в продаже. Потому что дом хороший, локация хорошая, газовое отопление. Но просто эта квартира нам не подходит по метражу. Может быть, у них что-то побольше еще продается. Ну, Дом всё. готов причем, понимаешь, он не на стадии строительства, он готов. В описании, кстати говоря, молчание про книжность. Совершенно Ага. точки нету, тут чего-то не Ну написано. вот если не написано, значит она скорее всего, прям 99%, что она не укнижена. Ну, подожди. В чем проблема? Да, действительно. Что-то я такая разумничалась, не укнижена. Ой, капец, капец. В чем проблема? Это же новостройка. То есть у нас тот же самый вариант. У нас точно так же она не укнижена по той простой причине, что это новостройка. И новостройкам дается немаленький период, чтобы они стали укниженными. Но застройщик застройщику рознь. Если наш застройщик, мы на 90% уверены, что он все-таки укнижит дом, чтобы не сглазить, вот, причем он обещает в этом году это сделать, то здесь мы понятия не имеем, что за застройщик, может он вообще не укнижит его. Поэтому либо здесь будет все хорошо, либо дом не будет не укнижен никогда. Здесь никогда не угадаешь. Поэтому, конечно, это минус, что он еще не укнижен. Так, ну, посмотрим еще. Давай. 70 тысяч евро, 40 метров квадратных. В принципе, рядом, по Да, другой давай. улице. Ух, жарко. У нас сегодня 32 градуса. И мы сидим все. Ой. Но дом красивый, мне прям так понравился. Это не новое, да, по-моему? Ну, похоже, нет. Это Там уже вторичка. с мебелью. Угу. Ну, так-то вообще-то как новое выглядит. Ну да, да. 40 метров, 70 тысяч евро. Здесь получается кухня, совмещенная с гостиной, что-то Мгм. такое. Здесь отдельная комната Мгм. с кроватью. Мгм. Ну, Домик какой-то новенький чувствуется такой. Если это не новостройка, то как минимум дом не старый. мгм. Ну да, он все какой хороший. Мне вот такая раковина нравится очень. Такой формы, они очень удобные. Все, берем, мне раковина нравится. Давай смотреть удаленность от электрички. Вот, видишь, вот, пожалуйста, вот все частные дома, видишь, опять вокруг. Ну да. То есть это не такой райончик. Есть районы, где прям вот новостройка, все они такие многоквартирные дома. Вот. А есть, где точечная застройка, дом поставили, вокруг частный сектор. Вот у нас сейчас квартира точно так же выглядит. Несколько небольших домов многоквартирных, все остальное это частный сектор. Ну, здесь та же самая история. Вот торчит там еще дом, видишь, вид Да, есть. есть несколько. Давай на карте посмотрим, где это все. Сколько часов до электрички добираться. Так, ну, где-то. Пазово, наверное, все-таки. Где-то отсюда уже Ну, это же почти 16 центр. минут. Ну, это уже нормально, пешком дойдешь. Да. Уже можно. Причем тут он что-то такое показывает. Не пойму. Ну да. То есть пройти вот эту часть, свернуть и пройти прямо здесь. В принципе, можно садиться на электричку с этого места. Угу. Ну вот, это уже вариант. А там что было написано, укнижено или нет? Ну, снова молчание. Опять молчание. Ну, походу нет. Опять новостройка еще пока не укнижена. Раз не пишут, значит она не укнижена. Ну, это новостройка. Здесь это практикуется. То есть, если бы в России такая ситуация вообще невозможна была бы, пока дом официально не внесли в кадастр, как там правильно называется, тоже кадастр, я уже все забыла, в кадастр, да, ЕГРН, вот этот номер, да, не был бы получен, или как? Кажется, я, в общем, забыла немножко, но мне кажется так, то дом бы, в принципе, и продать нельзя было бы официально, купить, да, продать, купить нельзя было бы, эту сделку бы никто не оформил. А здесь это возможно, то есть здесь могут укниживать дома годами.
Покупка сам на заказ. Только за наличные. Мгм. Ну, это какая-то лажа просто. Да, Все, вопросики, здесь все вопросики. ясно. Если написано за наличные, не покупайте, потому что иностранцам нельзя покупать за наличные. Это незаконно. Только на счет. Деньги со счета на счет, да, перечисляются. Правильно? Ну да, только можно оговорку сделать, что иногда это выглядит как наличные, когда вы приносите их куда-то в менячницу, отдаете и все, но по факту это все равно считается продажей за безнал, потому что вот эта менячница, она вам это все дело обеспечивает, и деньги в конечном итоге попадают все равно через систему на счет. Ну да, то есть квартиру можно купить иностранцу в Сербии только чтобы деньги перешли со счета на счет покупателя. Вот. Просто вот так вот отдать деньги в руки, это невозможно, это нарушение закона. Вот. Поэтому то, что там наличными написано, я не знаю, это какая-то афера 100%, на такое даже отзываться не надо. Вот. Через менячницу, вот Никита стал объяснять, да, есть такой вариант, когда вам не обязательно вот прям со счета в банке переводить деньги на счет в другой банк, да, или в этот же банк. Вы можете снять эти деньги со счета в банке, отнести их в менячницу. Например, евро вы сняли, отнесли в менячницу, продали, поменяли на динары, и эту сумму в динарах перевели через эту же менячницу на счет покупателю. То есть это считается тоже со счета на счет. Это не наличный расчет, это безналичный. Вот. Это нужно для чего? Для того, что иногда у вас а, курс продажи обмена, короче, евро на динары менее выгодный в вашем банке, например, если там, да, менять, чем в менячнице в какой-то. То есть разница может быть существенная, особенно с такой суммы, со стоимости квартиры. Поэтому можно снять, отнести в менячницу и там перевести уже. Это тоже будет не нарушение, это законно. То есть вы все равно переводите со счета на счет. Только более выгодно получается. Так, ну вот еще есть какие-то варианты. 39 метров, 68 тысяч с картинкой непостроенного, видимо, Мгм. дома. Мгм. Пока только проект. Мгм. Ну, можем посмотреть, что тут написано. Новое. А, Котлован продает, чтобы дом построить. У застройщика нет денег, поэтому он продает котлован, чтобы дальше строить эти квартиры. Так тоже бывает. Да, воспользуйтесь рекламными ценами и забронируйте квартиру вовремя. Так что, Ну да, с другой стороны, на стадии строительства она действительно подешевле чуть-чуть. Но как окончится это строительство, одному Богу известно. То есть достроится ли этот дом, все ли там будет хорошо. Уж не говоря о вопросе укниживания вообще, когда-нибудь он укнижен будет или нет, тоже вообще неизвестно. А случаи бывают разные. Вот если вы смотрели с Алексеем, с риэлтором нашим, интервью, он там рассказывал, что случаи бывают даже такие, что строят дом, вот, в процессе деньги получены. От покупателей квартиры там часть продана, а потом такие бывают нехорошие застройщики, которые просто проиграли эти деньги, вот. И все, и дом, и дальше его никто не строит. То есть такое тоже возможно. По рассказам. Мы-то, конечно, не знаем этих историй, но вот человек нам рассказывал. Ладно, смотрим дальше. Подвинься. Ты что толкается? Смотри, какой. Не трожьте меня. Знаешь что? Иди отсюда, чешется он. Уходи. Уходи, лисичка. Уходи, лисичка. Ну хватит тут все ломать. смотрите, чашку еще накидает полностью. Еще с волосами водичку попил. Что, накидал? Лисичка, блин. 72 тысячи евро, 65 метров квадратных. Даже есть фотография.
72 тысячи евро, что-то дешево. Ну, сейчас посмотрим. Действительно, по 1100 за метр. Мгм. Так, ну вот видно уже, да, пол такой, что-то повидавший, то есть дом Мгм. не новый. Что-то такое. Ну, как все интересно. Это подкрышное что-то. Да, наверное. А этаж, кстати говоря, Подкрышные, кстати, 4 тысячи. подвальные вот эти этажи и подкрышные, они значительно дешевле, чем все остальные. Потому что у них очень много минусов. 65 метров. Ну да, подкрышные. А там вообще окна есть? Нет. Балкон. Что-то непонятно. Нет, есть окно. Ну, Есть вот, раз окна. и два. Ну тогда я не особо поняла, что это. Но она похожа на подкрышную, но кто его знает. Ну ладно, Балкон, давай почитаем. окно, 3 штуки. 65 метров это прям большая квартира. Так, значит, вот совсем 35 тысяч. Угу. 33 метра. Хоромы барский. 33 метра. Ну, будем смотреть. Ну давай. Гарсоньера. 35 тысяч. Новая. В процессе укниживания, конечно. Угу. Не первый год уже, но в процессе. Также предлагают еще другие квартиры, видимо. 43,50. Видимо, где-то рядом. Тоже под крышей. Ну вот это жесть, конечно. Гарсоньера ваша. Тимик, ты долго тут будешь лапами махать? Да что ж это такое? Иди отсюда. Иди. Замучил уже. Это новое? Я чуть не пойму вообще. Что это? Штаула. Как будто бы новая. Ну, она отделана как новая, но что-то я, честно говоря, сомневаюсь. Нет, похоже на новую. Видишь, даже дверь какая-то еще такая. Как только после стройки. Но подкрышная. То есть, причем такая крыша, там, я не знаю, площади которой пользоваться, наверное, вообще мало совсем. Ну да, вообще пишут новая. Угу. Это вот просто вот фигня даже смотреть. Ой, уходим отсюда. Так, 70 тысяч, 65 метров. Двухкомнатная. Давай посмотрим. Тоже на рисованном доме, что ли? Нет. Нет? Я попасть не могу. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Так, ну, по-моему, все, да? Вот это мы смотрели. Нет, не смотрели. 43 метра, 65 тысяч. Давай. Так она выглядит. Какая кухонька хорошая. Мне нравится. 43 метра. Вот ты эти какие-то коридоры узкие. Не смотри, в коридоре в каком-то стол. Как это вообще понимать? Что это? Новая. Вроде нормально. В чем подвох? А сколько она стоит? 70? 65 по 1500 за метр. Ну, это не вообще недорого. 43 метра. Это как у нас квартира. 65. Причем такая кухонька хорошая. Она вся новенькая, чистенькая. Ну-ка, давай смотреть, что там не так. Что с ней не так? Она укнижена, нет? Так, реновировано. Что это? Ну, я так понимаю, отремонтировано считается. И в процессе укниживания. То есть она не укнижена. И она не новостройка. То есть ее иностранцы не купят. Все, понятно. Такие квартиры тоже есть. Вот недорого, ну, подешевле значительно, я бы сказала. Но они не укнижены. То есть иностранцы их купить не могут. Сербы могут, иностранцы нет.
Такие варианты попадаются, да. И когда ты жалеешь, вроде бы квартира неплохо и недорого, а не укнижено все и не купишь. Купить можно неукниженную только если она в новостройке. Так, ну, насколько я помню, там дальше уже на электричке не доедешь. Поэтому, да, там дальше То есть уже... Инжа тоже мы ничего не нашли, да? Нет. На нашу цену у нас стоит 75 тысяч евро до 75. Давай вот так вот, ну просто ради интереса, давай 100 поставим. 100 тысяч евро. Вот как будто бы они у нас есть. Ради интереса. И давай посмотрим, например, та же старая Пазова или новая Пазова. Что-то появилось там нормальное, недалеко от электричек. Ну, вот, кстати, в Новопазове, видишь, сразу видно 79 тысяч. Вот мы 75 искали, Угу. 79 что-то появилось. А ну-ка, давай посмотрим. Тут несколько 79. точек. 47 метров, 2 комнаты, первый этаж. Новостройка? Ну, судя по фотографиям, да. Книжная? Новая. Новая. И не написано, значит, не укниженная. Значит, не укниженная. Книжит он или не укнижит застройщик? Неизвестно. А так-то ничего, да, квартирка такая. М, По фотографиям все. 47 метров. Так, тут вот сразу видно 50 метров 77 тысяч, 45 метров 77 опять же, по 1,5 по 1700 за квадратный метр. Угу. Вот, ну по ним видно, что они еще в таком В процессе процессе. строительства. Вот и здесь пока что вот так все выглядит. Угу. Отделки еще нет. Новая. и так далее. 1500, да, получается, на стадии строительства 1500 Ну да, квадратных вот метров. это за 1500, это 1700 стоит. Полуторакомнатная 45 метров. А это двухкомнатная 50. Угу. Вот она вообще вот в таком пока Угу. виде показана. Так, дальше у нас еще несколько вариантов появилось в этом месте. 45 метров, но без фотографий. Не знаю, как это оценивать. Никак не будем смотреть. Тут Тоже в процессе что-то- строительства, видишь, полы теплые. Водяные, по-моему. Тоже новостройка. Ну, естественно, не укнижена, раз она еще в таком процессе. То есть дом не сдан, значит, она не может быть укнижена. 81 тысяча. Она большая, что ли, очень? 47 метров. Вообще не особо большая. А что так дорого-то 81 тысяча? А где это? Новопазово там же? Да. Ну, где-то я не уверен, что это точные, опять же, точки, Угу. куда оно все падает, но где-то здесь. Ну, что-то дорого они хотят. Может, какой-то там дом элитный. Есть еще одна, но она уже по верхней грани того, что мы поменяли, 95 тысяч евро, но она и большая, 84 метра. Ну, мы сейчас смотрим уже ради просто любопытства, Ну да. потому что у нас уже мы не в эту сумму уже не вписались. Ну, это какая-то... Она просто огромная. И все, а там ничего хорошего, по сути-то, нет. Непонятно, что вообще дом не дом. Да, еще быренько посмотрим дома. В общем, с квартирами понятно. 80 тысяч еще какая-то вылезла, 63 метра. Вот такого вида. Это Новопазово мы смотрим, да? Да. Подкрышная тоже, ты видишь? Тоже Да. подкрышная. Ну, кстати, здесь такая, ну, тут не угадаешь, их опасно брать подкрышные.
Она может и течь, может быть и жарко очень, может быть и холодно, непонятно. Но расположение здесь более-менее нормальное. Вот листни еще туда. Даже для подкрышной квартиры еще. Вот, видишь, у них кухня как сделана. То есть ты головой там биться не будешь. Ну да. Вот, то есть там установлена кухня. В принципе, вот здесь вот не видно. Здесь тоже скос, что ли? Или нет? В другой стороне. Нет, здесь коса нет, здесь Нету. ровно. Ну, в принципе, терпимо. Но только я говорю, что это лотерея. Она может быть очень неудачной. Может течь, там еще что-нибудь. Так, новая у Книжина. Угу. У Книжина новостройка. Еще раз по цене что у нас Можно в стоит? кредит, кстати. Угу. 81. 81 тысяча евро. 63. Ну что, по домам еще пройдемся? Дома посмотреть. Так, давайте дома. Значит, мы в фильтрах меняем здесь Куча. Куча. И ставим 75. Давай вот ну, столько, сколько мы можем. Возвращаем бюджет. Да. Так, 33. Беру. Да, действительно. Это дайте 2. Да, дайте 2. 33 тысячи, ну, сурдук какой-то. Очень интересный. С фотографиями снаружи. Угу. Да, О, и вот, наверное, вот эта куча. вот, собственно, и дом. Все ясно. Уходим. Так, ну, до 75 тысяч, в принципе, это все. Это старый позов? Это старый позов, и новый позов попадает, Ничего нет, тоже да? ничего нет. Угу. А это Инджа? Ну, один вариант за 1 евро, очень какой-то непонятный. За 1 евро? Да. Шикарный дом за 1 евро? Ну, В общем, это фигня какая-то, просто в смысле не пишут цену. Понятно, что не 1 евро. но здесь помимо этого и фотографий внутри нету. Да. Вроде тоже дом, странно а как-то. вроде и где. 220 метров. Книжно. Книжно. Понятно. То есть и все. А, ну вот пишет, что две отдельные квартиры внутри, я так понимаю, со входами. Летняя кухня, как это, рабочая зона, гараж и какое-то еще дополнительное место. То есть это в доме квартира, что ли, одна Ну, продается? видимо, это как бы дом с отдельными квартирами. Видимо, они как-то выделены, может быть, там люди могут разные жить, но при этом само объявление намекает, что все-таки дом продается. Отдельный дом. В общем, кому поверхность интересно, общая. это надо звонить и узнавать, потому что непонятно ничего. Это центральное отопление. Интересно, откуда оно там? В городе, наверное, центральное отопление где-нибудь в центре есть. Ну, В центре центральное отопление, понимаешь? действительно. Все же логично. Это Инжа мы смотрели, да, за 1 евро? Инджия, да. Инжа. В общем, в наши деньги вот подальше можно найти. Вон их сколько появилось. Но это все далеко. Электричка туда уже не идет, я так понимаю, да, там нет сообщения. То есть мы посмотрели такие города, как Новопазово, Старопазово и Инджия, вот, на которых можно было что-то в наши деньги поискать, но и там добираться можно электричкой. И электричка это идет, мы смотрели 20-25 минут, что-то такое. То есть, в принципе, не так уж далеко. Цена билета мы уже смотрели. Цена билета была 250-270, что-то такое, да, по-моему, точно не помню. Ну, там отличается от станции, ближе к Инджи, что-то уже около там 350 было такое. Угу. А Новопазово, вот это Старопазово, там что-то 270, вот Да, так. там дешевле. То есть, если сравнить с Москвой, Подмосковьем, 270, сколько-то, минус 20%, это 220 рублей получается. А от нас, тут, где мы жили, сейчас уже 200 рублей стоит в Москву. То есть примерно цена такая же. Вот. Ну, А ехать по времени меньше. Вот, да. Я хотел сказать, что там расстояния большие, Да, а тут всё-таки но, всё близко. ну да, ну хотя бы ехать-то меньше. То есть до получаса можно добраться. Но мы прям вот
чуть-чуть по грани не попадаем туда уже. То есть какая-то, ну, фигня за эти деньги продается. Домов вообще нет в эту стоимость. Квартиры, вот одно что-то попалось в новостройке, более-менее 43 метра, но она не укнижена. Укнижит ее или нет, неизвестно вообще. Что там за застройщик вообще, насколько он, ну, нормальный, да, то есть вот. Поэтому пока мы сюда не попадаем. Все остальное, то, что далеко, мы не смотреть вообще не будем. Потому что нам нужно именно смысл переезда в том, чтобы добираться было удобно общественным транспортом. Есть, конечно же, не только это направление. Существуют такие города, как Панчево. Как мы еще смотрели на М, как-то город Это не город, это район Белграда, Миреево. Миреево. Еще мы что-то смотрели. Тоже, ну, вообще в ту сторону все. Но там та же самая ситуация. Там, во-первых, мы не попадаем, чтобы купить за эти деньги нормальное что-то. То есть вот чуть-чуть там, я не знаю, там хотя бы десятку еще надо добавлять, чтобы хоть что-то уже посмотреть. В эту сумму какая-то фигня, в общем, получается. И Панчево чем нам не нравится, тем, что... Нет, нам Панчево вообще нравится. Вообще нравится. Мы там были, тоже снимали несколько дней, пожили там, и городок нам понравился. Прикольно. Добираться тоже нам понравилось до Белграда. Мы ехали на двухэтажном автобусе, правда, еще ехали поздно вечером, да, вообще пустой автобус был. Мы одни сидели наверху у лобового стекла. Было очень прикольно. Вот. Но не все же так ездят вечером, да, а едут в час пик. И существует такая проблема, так как в Панчево добираться нужно переезжать через мост и обратно, точно так же в Белград, то бывают пробки, и других путей нет. То есть объехать никак нельзя. И нужно будет стоять в этих пробках, ждать, когда проедешь единственной дорогой. Поэтому это минус. Там же существует еще один минус. Это вот эта вот нефтебаза, да, низ. Нефтеперерабатывающий завод. Нефтеперерабатывающий завод, то есть очень большие вопросики с экологией. Многие считают, я не знаю, как там все это работает, насколько это вредно, но многие считают, что с экологией там проблемы, так как находится этот завод. Поэтому чисто внешне он интересный такой городочек, он недалеко от Белграда, но есть вот такие минусы. Поэтому мы там еще раз посмотрели, убедились, что мы туда опять не попадаем по деньгам, по нашей сумме, и успокоились. Мы там не стали больше ничего смотреть. Вот. В общем, вывод такой, что в нашу сумму мы не попадаем пока никуда, чтобы купить нормальное жилье. Если искать где-то в деревне какой-то дом, да, можно. Да, можно купить. Но как добираться? То есть у нас смысл в том, чтобы перебраться и ездить Никите на работу в Белград. Но получается, что в эту сумму ничего нормального путевого не найдешь. Вот. Вот так что так. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Вместе с нами посмотрели. Вот. А так вы точно так же можете спокойно открыть и все, полистать и посмотреть, как это сейчас сделали мы. И существуют и другие сайты, не только Фозида. Да? Да, определенно точно существует. Существует. Но этот один из самых популярных, Да. почему мы его и выбрали, чтобы это все показывать. Потому что здесь достаточно большая база, и местные выкладывают, и агентства, и много чего есть. Ну, в общем, кто ищет, тот всегда найдет, конечно же. Поэтому если прямо этим заняться, так вот отслеживать постоянно. А если хотите самостоятельно, самостоятельно. Если будете обращаться к риэлтору, то риэлтор, конечно же, возьмет эту обязанность на себя. Ну, придется раскошелиться. Вот, так что вот так. Чем могли, в общем. Всем пока. Пока-пока.